красавцы. Пап, мы на океане! Добби! Добби! Тут есть Добби, господи. Какой из них Добби? КС Добби. Мы, к сожалению, не успеваем поесть и попить тут кофе. Короче, я пошла, догонайте. Первое я начну. Знаете как? Это как в мемах называется. Короче, договорились как-то они по пьяни, когда они начнут путешествовать, собираются в отпуск и так далее. Вот так у нас образовалась группа «На океан», где мы там примерно месяц. Какой месяц? Ну, около месяца, да. Да не, меньше. Недели-две. Недели-две мы там сживали сопли туда-сюда, того, ту-ту-ту. Тут Вова все с нами так это быстренько порешал, говорит, надо туда-сюда. А вот теперь ты продолжай так раз расструктурировано, значит, вот так. Да, и цель была какая? Мы хотели уехать в какое-нибудь мини-путешествие, так как ребята ограничены временем, мы хотели в первую очередь посмотреть океан и захватить еще какие-то там достопримечательности. Мир. Да, вплоть там хотели доехать до, забыла как называется. Касатки. Касатки, да. В итоге мы до туда не доехали, как мы уже сказали ранее, что мы собрались буквально за час. Маршрут наш был такой. Мы хотели приехать в Мар-дель-Плата, заселиться там в отель, от него съездить в Никоче и на обратном пути третьим днем проехать через Пинамар и вернуться домой. По итогу, когда мы начали бронировать отели, гостиницы, апартаменты, мы поняли, что в Мар-дель-Плате нифига вообще нету. Бабуля тоже хотела сняться в ролике. Да. Ничего нету подходящего по стоимости и, как сказать-то, цена-качество, в общем, абсолютно не соответствует. То есть это все какое-то старое, уставшее, с поношенной мебелью. Бабушкин сундук. С поношенными бабушками. Сейчас где-то одна бабушка аргентинская заплакала. Ну, это, да, не очень красиво было. Да. Но я это вырезать не буду. Лучше вырежу. Вот, поэтому мы решили попробовать посмотреть, что есть в Пинамар. В Пинамар оказался выбор гораздо лучше, потому что за те же деньги можно было снять хотя бы что-то современное с новой мебелью и, скорее всего, даже без плесени. Вот. Скорее всего. Даже. Да, и что мы, собственно, все забронировали. Мы взяли машину буквально за час, но об этом тоже позже. Все, мы сели в машину, поехали в Пинамар. До Пинамара мы доехали, наверное, где-то за 4, да? Это как сейчас анекдот был, да? Там идет медведь по лесу, видит горящая машина, сел в нее и сгорел. Мы, говорит, сели, говорит, в машину и поехали. Очень не так. Ну, мы же на машине поехали. Да, на машине поехали. Вот, да, мы взяли нашего псына. Это не про Вову. Да, и погнали. Ой. Короче, смотрите, про дорогу. Ну, как Морковка сказала, мы уже взяли замечательную автомобиль. Это Corolla, 1.8 движок. Дмитрий, как я понимаю, это менеджер или владелец данного бизнеса. Как бы вообще все круто, все сделал. Машину нам выдали быстро, очень супер быстро, чистая, ухоженная, вопросов к этому вообще нет. Ценник, конечно, конь на бензин, но это не к Дмитрию относится, не к этой компании, которая нам выдавала. Собрались, говорю, быстро забрали тачку, мы поехали. Нас предупреждали заранее, что будут платные дороги. Блин, но таким платным дорогам очень было, непривычно, так сказать, да. Мы там, например, даже в Казахстане или когда там в Москве ты где-то едешь, ты едешь за определенный, участок, за определенный, ты за него платишь бабки. Вот, а тут как бы вот этот пост, вот этот КПП я его назову, ты его проезжаешь, и ты платишь, потому что ты должен заплатить, а то тебя не выпустят ни в ту, ни в другую сторону, ты проехать не сможешь. Но это то же самое, как в 90-х, ты когда куда-то там поехал, увидел там чувак торгует кирпичами на дороге, значит, надо у него срочно этот кирпич приобрести. В целом, ценники самый дешевый, наверное, за проезд был по платнику. У нас это был 1700 или 800. Самый дорогой был 5700. Мы вроде 2 или 3 раза выдавали. Нас, конечно, сказали, что у нас еще есть телепас, который там пропускает автоматически, полностью. Ни хера подобного, он не работал, к сожалению. Вот. Поэтому нам пришлось платить наличкой, просто чеки собирали и потом уже показывали той компании, которая непосредственно нам выдавала автомобиль. И еще про автомобиль затронул то, что мы залог складывали туда $500.
но по всяким слухам и разговорам от русских ребят мы слышали, что депозит не возвращают после того, как только придут штрафы. Это примерно до 2 до 4 недель. Тут все было наоборот. Мы тоже, когда сдавали автомобиль, думали, что будет проблема, что с возврата депозита. Оказалось, нет. Только машину отдали, сразу же депозит, мы его в крипте переводили, нам его перевели назад. А по дорогам, наверное, оставляет желать лучшего на данный момент, потому что, такое себе, в России бывало и похуже, но все-таки где-то нет колеи этой нет, которая от шипов у нас в России. Но дорога такая, ухабистая, что ли, с какими-то перепадами. Ехать было немножечко, некомфортно. Я за рулем, конечно, немного проехал, в морковку все ездил время. Так что все, что касается дорожной части и технической, я все рассказал. Ты кто? Уже пожрал. Распаковка рум-тура. Спальня Владимира отдельная. Это должна была быть Париша, кстати. Как включает свет, я не знаю. Вот здесь вот. А за окном 8 градусов, и мы одели на себя всю одежду, которую привезли. Это можно потом рассказать. Нет, это важно. Это не надо сейчас рассказать. Это надо. Это все равно все повырезаю. Я настаиваю. Без беды никуда. Забыл дверь закрыть, сидишь, какаешь, вот так вот. Чак, сдал в голову. Так вот, мы доехали в первый вечер, получается, до Пинамара. Вернее, мы думали, что мы приехали в Пинамар. Оказалось, что мы в Валерия дель Мар, но это не важно. Они прям совсем рядом по карте, как я поняла. Естественно, мы приехали в 10 часу вечера, и работающих заведений, где можно покушать, было не сильно много. И мы нашли самый ближайший к нам бар. Название, я не посмотрела, не помню название, но мы, наверное, напишем в описании к видео, и поблагодарить обязательно потом еще ребят не забудем. В баре было очень здорово. Еда, конечно, это фастфуд, потом у них было своего производства крафтовое какое-то пиво. Но, в общем, было настолько душевно, что мы задержались в этом баре, несмотря на его часы работы до 2 часов, мы задержались там до 4 часов утра. И, конечно, под действием пива. Рядом со мной женщина идет, она как будто думает, что я с ней разговариваю. Это так неловко. С нашим минимальным знанием испанского языка, на удивление, мы о чем-то разговаривали с ребятами почти что до утра. И это было очень здорово. Они очень, не знаю, как это сказать, доброжелательные. Им было так интересно, что что-то у нас спрашивать. В общем, было здорово. На следующее утро мы сняли вроде бы, нам принесли в номер завтрак. Завтрак был, в принципе, неплохой. Была даже клубничка. Была даже клубничка, был круассанчик, и что там еще, в общем, после завтрака мы решили ехать до Мар-дель-Платы. Мы чуть-чуть прогулялись тут у нас по нашему пляжу и поехали в Мар-дель-Плата. Что сказать по Мар-дель-Плате? Может быть, я сейчас буду не права, но, как мне показалось, это такой, знаете, провинциальный Буэнос-Айрес. То есть там высокие многоквартирные дома, много машин, много шума, много людей. И океан рядом. Но при этом такое немножко все деревенское, что ли. Какое-то, не знаю. Кто был, наверное, в нашей Анапе, что-то примерно как в нашей Анапе, наверное. А была я там в далеком детстве. Мы съездили там, пообедали. Не очень, если честно, мне понравилось то, что я кушала. Потом мы посмотрели котиков и вернулись обратно. Пока мы ехали назад, мы увидели
в сторис у одного блогера как раз-таки интересные видео с маленького городка Карело. Вот, и появилось огромное желание съездить туда, особенно пока мы ехали назад, мы его проезжали прямо мимо и увидели, что это в 8 минутах езды от нашего отеля. Вот, и поэтому вот в воскресенье, в последний, так скажем, наш денечек, мы поехали туда. Ой, там что-то вон купаться. Люди-то купаются, ё-моё. Ты посмотри, сколько... Ну, вон все голые сидят, и ничего, они не купаются. Идем. Что такое Корнелитос? Короче, мы добрались до пункта назначения, скорее всего, куда мы планировали, наверное, приехать. Это Мар-дель-Плата. Мы сейчас находимся совсем, наверное, тут в 50 метрах. Это океан. Что мы здесь будем смотреть? Мы будем смотреть, наверное, морских котиков. Кстати, это Владимир. А он не морской котик, но он с нами, и мы тоже на него смотрим. Вот. Зачем мы взяли с собой Владимира? Ну, наверное, чтобы он заказал квартиру, разделить все покупочки. Ну, короче, такой-то. Да ладно, я шучу, не шкурный вопрос-то. Вот. Вы, наверное... Владимир такой сейчас молча встал и ушел. Всем пока. Такой, так с ним все ясно. Ну, еще кинул такие, да, 5000. Все, это вам, уходите отсюда. Блин, вы просмотрели, наверное, там, я не знаю, монтаж я делал, это был тот день, это мы вчера поехали, мы приехали сначала в Пиномар, получается, даже чуть-чуть до Пиномар, наверное, не доехали там. Да, мы его не доехали. Мы приехали в город Валерия, как выяснили уже вечером в баре. Да, выяснили вечером в баре. Мы, короче, заселились, приехали так как поздно, океан мы не посмотрели. Ой, я думал, мне кричат, нет. Поэтому мы решили остановиться там, переночевать. Ну, в конечном счете, так и мы и остались там, потому что, ну, вот, решили продлить в номер, там у нас ходит завтрак, все дела. Ну, вчера мы, конечно, посидели в баре, познакомились с новыми ребятами. Должны были бар закрыться в 2 часа ночи, но, к сожалению, он закрылся в 4, а может быть и к счастью, я не знаю. У нас появились новые друзья, есть подруга, аргентинская подруга. У меня к этому особо нечего добавить. Видео будет просто такое в формате разговорное, никакой информационный не будет, как мы съездили на 2 дня на супертачке. О, прикольно, если эта птичка попала в кадр, это будет круто. Вот. В общем, просто очень сильно давно хотелось возьми нам... микрофон, потому что там Да я не хочу его цеплять, потому что у меня тугая эта штука. Хотелось к океану съездить очень давно, но как-то все не выдавалось и не получалось, и вот наконец-то мы до него добрались. И вообще у нас был план, эту поездку мы, я не знаю, как только не планировали, и хотели ехать вообще, забыла куда, но куда-то далеко, где можно посмотреть косаток. В итоге мы и туда не уехали, но, слава богу, мы хотя бы тут все равно рванули. Буквально мы собрались за час, арендовали машину, сели и поехали. Вот. Приехали мы, значит, вчера поздно вечером, как уже ты рассказал, в Пиномар. Мы такую херню тут несем, мне кажется, тебе капец резать и резать. Ну я не буду резать, это же лайф. Вот мне не пофиг. Ну да. Самое интересное, что мы когда приехали, мы взяли с собой... Хлеб с майонезом. Мы взяли с собой кучу вещей. Я взяла, вернее, жилетку, бомбер, но мы когда приехали, капец, как было холодно. Ветер просто вообще пронизывал, поэтому я надела на себя абсолютно все, что я с собой взяла. У меня и жилетка была,
и бомбер, и хотела бы я еще шапку натянуть, но шапку я не взяла. И вот сегодня мы приехали в Мар-дель-Плату, сейчас мы ее посмотрим котиков, и потом по плану вечером вернуться в Пинамар и да, отдыхать, наверное, там. Ну вот, как-то так. У вас будет, Владимир, что сказать? Если будет, то, пожалуйста, наговорите. А у тебя так слышит хорошо. Прекрасная пока получается поездка. Пока. И- Пока мы не напились. Пока не сказали, что меня взяли, чтобы попили счет. Шучу. Сейчас Она буду все еще прекрасна. Сеньор. Gracias. Por favor, gracias, muchas gracias. Да. Так вот, пока поездка получается прекрасной, верю, что она такой же и останется, потому что это не первый день, который я провожу с ребятами. А если вспомнить при этом об Илье и Ирине, то еще больше. Да. Получается С другими ребятами, времени. походу, проходит, а нас иногда вспоминает. Ну вот, собственно, прекрасный получился вчерашний вечер, совершенно неожиданный. перетекший в ночь и в почти что раннее Ну, это утро. как-то, знаешь, это двояко будет, перетекшая в ночь. Ну, знаете, смотря для кого. Для некоторых это совершенно однозначно. Ну так вот, совершенно неожиданно мы встретили прекрасных аргентинцев, в том числе профессора, который преподает в университете, что, правда, мы не знаем, с которым мы разговаривали о Льве Толстом, о Достоевском. Ну, не то чтобы об этом, но он упоминал, что он все это читал, что он читал и знаком с Эдуардом Лимоновым, и разделяет его взгляды, что удивительно. Да, но беседа была не очень простой, поскольку профессор тоже иногда нуждается Отдыхает. в том, чтобы расслабиться, да, и отдохнуть. А после этого, как уже сказал Илья, Ирина нашла Аргентина Амига. Амига. Амига Виктория. Виктория. Да. И похоже, что сегодня нас ждет еще один интересный вечер в результате favor, этого repeat. знакомства. Кстати, Как-то да, так. барчик был такой прикольный, он маленький, и так как на улице... сорян. И так как на улице холодно, внутри этого бара официант была в куртке и в шапке, ну и мы во всей своей одежде. Своей, главное. Да. Вот. Но было прям как-то так душевно, прикольно. Потом, когда уже подвыпили все, и мы, и, видимо, сотрудники, возможно, даже этого бара, и гости, и мы вот стали все вместе общаться, прям время пролетело очень быстро. Ну что, одна из достопримечательностей этого городка курортного Мар-дель-Платы — это же стопудово морские коты. Львы, коты, не понял, но скорее всего это коты. Вон там эти вонючки лежат. Опаньки. Не знаю, сейчас можно будет к ним подойти, нельзя к ним подойти, ну, посмотрим. Но они... какой аромат источают. Прямо, если бы камера передала бы вы бы это. Это вот как будто забыли, как называется правильно, рыбу. Она немножечко потухла. И, ну, масса менес где-то так оно и есть. Сейчас, если меня машина не собьет, а то это уже будет третье видео, я пойду. Кстати, товарищ бой. О, смотрите, какой красавчик. Глазки только у него гноятся. Ну, ничего страшного.
Вот у него глаз, нет? Это не глаз? О, вот у него гноится. Вот, что он у него гноится? Ну вот. Вот такие тут есть. Они Офигеть, не... вот оно, лежбище морских котиков. Пойду с другой стороны попробую подойти, позыркать этих морских котов. О-ля-ля. Ну, тут народу-то стоит очень много. О. Суки, конечно, они вообще классные и сдают прям это, прям супер. О. Но самое главное, им тепло, хорошо. Ну вот. Ну, говорю еще раз, ароматик. Прям вообще секси вонь. О, они сейчас драться, походу, еще будут. Или непонятно. Вон они, да, что-то. Опа. Маленько драки там вот происходит. Смотрите, у них. Сейчас попытаюсь приплечь. Во, пошел драться. Ну? Встал. По итогу-то вот она вся была поездка, для чего и задумана, что мы должны были приехать на океан, перезагрузиться, как сказать-то, получить бурю эмоций положительные, которые нам дадут дальше находиться в эмиграции. Поэтому привыкли, что это океан перезагружает. Ну, в общем-то, вот так. Это на сегодня, получается, это у нас конечная точка с этого. Вот, кстати, эти бегут красавцы. Пап, мы на
океане! Мам, пап, мы на океане. Ну и, как говорится, у Байтика, получается, это тоже первая встреча с океаном, как и у нас. И мне кажется, он еще больше рад, чем мы этому всему. Он провел, получается, практически 2,5 дня в дороге, переезды, песок. Так что собака тоже перезагрузилась, и всем желаем также перезагружаться. Рассказываем, где мы, что мы тут делаем. Мы можем идти или мы это? Ага. Приехали мы в маленький городок Карила. Как мы тут оказались? Вообще наш маршрут немножечко поменялся в процессе, как мы сюда поехали. Мы должны были ехать в город Пинамар. В итоге оказалось, что мы в соседнем городке Валерия. И там очень красиво. Мы так поняли, что там живет, либо отдыхает, так скажем, высшее общество аргентинцев. Короче, я пошла догонайте. Так и вот, значит. Да. И в этой Валерии очень здорово, классно. Там такие классные домики, прям виллы. И увидели мы у одной девушки, которая здесь живет, в сторис, подглядели, что рядом есть вот этот городочек Карила, и что в нем тоже очень красиво, и решили сейчас сюда приехать. Так это просто, это же, божечки мой, это какой-то восторг просто бешеный, потому что за 5 месяцев жизни в Буэнос-Айресе, только приехав сюда, я поняла, что все-таки нужно уезжать из мегаполиса в какое-нибудь тихое местечко. И вот мы уехали. И здесь просто, представляете, какие-то сказочные домики. Ну, для меня это сказочные. Я привыкла в России, что у нас тоже есть коттеджные поселки, где живут обеспеченные люди. И эти дома, чем богаче дом, тем выше забор. Глухой, высокий забор с камерами, и ты фиг посмотришь, что там внутри и как выглядит этот дом. А здесь просто лес, домик сказочный, красивый, просто вообще какой-то, как из мультика из какого-то. И никакого забора, ничего, все чисто, все ухожено. Боже мой, как на это приятно смотреть, это просто какой-то оргазм для моих глаз. В общем, я в полном восторге. Сейчас мы идем, как я понимаю, по центру Карила, мы на карту ткнули. Здесь всякие кафешки, лавочки, сувенирные и прочее, очень красиво. Вот, будем идти показывать, рассказывать. А еще, мне кажется, что мы не столько для себя сделали наше путешествие, это сколько для собаки, потому что собака счастлива просто невероятно. Вот как-то так. Рассказываю. Это красивые домики, магазинчики. Тут мотоциклы, машинки.
Байт? Не надо. Мы обязательно в какой-нибудь из кафешек еще попьем кофе, посидим, чтобы почувствовать себя вот этими аргентинцами настоящими из высшего общества. Попить кофе на транкиле, никуда не торопиться, дышать свежим воздухом и кайфовать от жизни. Я считаю, что для этого меня мама и родила. Палаточки. Вайтик. Тут какие-то кукольные гномики. Они просто... Это вот как в сказке какой-то. Смотрите, 8-й. Оля, оля. Очень красивые вообще. Это как какой-то, знаешь, сказочное. Я сейчас тебя найду, ты не обрадуешься. Как это? Короче, я не знаю. У меня нет слов. Это очень красиво. Это прям... Смотри, какие дракончики. О, этот. Из лист... О, Добби! Добби! Тут есть Добби, господи. Какой из них Добби? КС Добби. Вот он, Добби. Как будто в мультике. Мы, к сожалению, не успеваем поесть и попить тут кофе, потому что нам ехать 5 часов, еще сдавать и мыть машину. Но мне кажется, что нам нужно вернуться, и хотелось бы пожить именно здесь несколько дней. Снять здесь где-нибудь номерочек и пожить. Посмотрите, какая там кафешка. Ну просто, я не знаю, здесь хочется заходить в каждую кафешку, в каждый домик и кайфовать. Очень красиво. В итоге всего этого мероприятия про эмоции, про океан, перезагрузку в процессе видео Илья уже рассказывал, про мои эмоции от Карело также в процессе видео. Есть кусочек. Сейчас, наверное, хочется отдельно выделить людей, с которыми мы типа потусили, да. В общем, хочется сказать большое спасибо Матиас, Флор и Виктория. Это ребята, с которыми мы тусили в баре. Ну как тусили? Мы их заставили тусить в баре с нами. Ну, мы надеемся, что вам тоже понравилось, так же, как и нам. Если вы посмотрите это видео, напишите что-нибудь в комментариях. Вот. А потом хочется сказать спасибо Владимиру, потому что, блин, Владимир, если бы не ты, мне кажется, мы бы еще очень долго собирались в эту поездку, и неизвестно, когда бы вообще собрались. Так что возвращайся со своего Тбилиси. Да, приезжай, у тебя здесь еще есть дела, которые нужно делать. Вот, потом, ребятам за аренду машину тоже большое спасибо, потому что это было все очень оперативно, очень быстро, и машина была хорошая достаточно, прям как бы все было прикольно. Вот, а еще хочется сказать, что изначально, перед тем, как ехать в Аргентину, мы вообще рассматривали для жизни город Мар-дель-Плата, мы хотели жить у океана, но так сложилось по нашим потребностям, что мы остановились на Буэнос-Айресе. Вот, но увидев вживую океан, я думаю, что мы когда-нибудь к нему обязательно переберемся. И океан, наверное, думаю так же, но это не точно. Да, океан, конечно, шикарный. Это просто... Я думаю, что мы еще к нему съездим в ближайшее время. Обязательно. Мы же уже создали группу на Океан 2, версия 2, потому что сейчас мы тоже пожуем немножечко сопельки и вперед, и так что двинем. У тебя все? У меня все. И у меня все. Так что туда сразу же вот спускаемся, лайкусику добавляем, а мы это... Асталуэго. Асталуэго, ега-вега.
На что похоже? На хворост. На хворост?